Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 10 по 16 марта. Давайте узнаем подсказки карт на события ближайшего будущего. Какими будут эти события в ближайшие дни или с чем это будет связано? И первый у нас расклад. Это на пасьянсе, который у меня очень много лет. Но, конечно, будем реалистами, всегда к этому призываю, потому что, глядя любые прогнозы, мы позволяем собственному сознанию не давлеть над нашей ментальностью, потому что сознание – великий шаблон, а высшее знание или как разум, интеллект, иногда или интуиция говорит нам совсем о другом. Иными словами, глядя прогнозы, расклады, мы можем какую-то свою ситуацию рассмотреть с разных позиций. Вот давайте будем смотреть, будем реалистами, о чем нам расскажут карты. Я смотрю, и вы смотрите. И для вас посмотрите вообще приятные энергии, радости и флирта, я бы сказала так. У кого-то могут быть новые знакомства или есть конкретный человек, который вам интересен. И интересен флирт, соответственно, да? Или карта будет символизировать о хорошем настроении. Давайте идем дальше. Но, может быть, флирт, он как бы есть, знакомство есть, и есть ожидание. Ожидание – это, самое разное. Может быть, ожидание того, что проявится в отношении вас человек, или как-то более поконкретнее проявится, скажем, или важный разговор с ним состоится. У кого-то это ожидание, может быть, и встречи вполне вероятны. Итак, у кого-то эти два значения, они не взаимосвязаны. Есть просто хорошее настроение и ожидание, к примеру, подписания какого-то документа. Или вы собираетесь отправиться куда-то, поездки. Или приезда человека к вам, встреча, может быть. Давайте пойдем дальше и будем смотреть, о чем нам еще расскажут карты пасьянса. А вот смотрите, вот какая интересная история может быть для кого-то из вас. Вы ожидаете встречи, да? Или хорошее настроение. Может быть, вы прежде куда-то собирались, опять же, встретиться. Или согласовать какие-то важные бумаги, документы, а прежде этого не получалось. И было вот это долгое ожидание, потому что какая-то дорога, она словно была закрыта. Давайте посмотрим тогда, что дальше. У кого-то из вас, знаете как, этот период ожидания слишком затянулся. И вы уже даже не верите, может быть, не верите конкретному человеку. Вы думаете, что есть какой-то подвох. Хотя я могу такое, знаете, допустить, что могут быть и такие моменты на этой неделе. Вроде бы вы воодушевлены, вы себе распланировали даже эту неделю, но вы получаете сообщение или некоторую информацию, когда либо вы собирались куда-то ехать, колокол – это неожиданная информация или неожиданные события. Это может быть вообще извне. Это события, каких-то непреодолимых сил. Это тоже в реальности такое может быть. Но это то, что корректирует наши планы. Мы это вынуждены учитывать. Мы не можем сказать, это пустяки. Нет, вот здесь не пустяки. И здесь вы можете оценивать как, знаете, как что-то вам как мешает или злонамеренно хитрым планом ставит палки в колеса, именно потому, что вы досадуете, какая-то поездка либо откладывается, либо какая-то встреча у вас, никак не состоится, и вынуждены вот этот период ожидания. Может быть и так. Давайте пойдем дальше, к чему же это в конечном итоге все придет. Карта, посмотрите, выпадает и говорит о том, что спокойное течение жизни, свеча нам всегда об этом. Давайте посмотрим, как же дальше будут развиваться события. Или в каком направлении усилия нужно приложить, как видят это карты. Знаете, не пытайтесь тут свернуть горы. Смотрите, крест выпадает. Это как значение судьба. И
обратите внимание, колокол, дальше у нас идет свеча и крест. Кто-то из вас может буквально поставить крест на чем-то, ну или как с чем-то проститься, потому что вы понимаете, ну это так дальше не работает. Или я свой план, если буду настаивать где-то на своем, я не осуществлю. Здесь вы можете адаптировать самого себя или саму к каким-то новым условиям, именно потому, что внешние события вас вынуждают или заставляют так действовать. Но, значит, так сделать будет наиболее правильно. И тогда посмотрите, у вас выпадает сразу... Тут как сама судьба участвует в вашей жизни, где-то подталкивая вас к определенным решениям. И как только вы видите для себя альтернативный вариант, у вас выпадает бокал, и это может быть как и гости к вам, или какая-то встреча, может быть и согласование, может быть и на высоком уровне, вот как встреча, которая означает, ну, не именно чиновника, а когда важная персона в вашей жизни, от которой зависят некоторые направления. Может быть, это как помощь кого-то или как новая возможность. Или вы отправитесь в то место, куда вы не собирались, и там для вас придет нужная информация, или, словно, знаете, не побоюсь этого слова, здесь как неожиданно что-то вы можете узнать со знаком минус, и, словно, как я сказала, судьба пытается вас направить, ну, несколько сместить, как будто фокус вашего внимания. И как только вы это делаете или это происходит, у вас словно крылья за спиной могут вырасти. Или эта ситуация может напоминать «не было бы счастья, да несчастье помогло». У кого-то что-то подобное может быть на этой неделе. И, может быть, вы планировали встречу с одним человеком, а встретитесь с совершенно другим. И будете потом благодарить судьбу, что именно это произошло в вашей жизни. Вы знаете, тут действительно радость какая-то у вас будет. И крылья за спиной тоже, потому что в любом случае, когда выпадает подкова, это нас, ну, что-то больше вдохновляет, радует. В конечном итоге мы получаем положительный отклик, или это то, чем нам нравится заниматься, или это то, что откликается в нашей жизни. Это то, что в конечном итоге придает нам стабильности, уверенности, ну, какие-то добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. И, может быть, что-то плохое, как зло, закрывается. Мы ведь можем с вами трактовать и так. Змея, да, и закрытый путь. Вы, может быть, чего-то ждете. И, как я уже сказала, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сама судьба вот этому злу закрывает, вот злу закрывает путь. Но для вас это выглядит неожиданно. Вы себе запланировали что-то другое. Или встреча с другим человеком, или приезд человека к вам, или еще какие-либо события, которые в конечном итоге для вас создают более удобные позиции, более добрые энергии, мои дорогие. Вот интересно. Буду благодарна вашим комментариям, может быть, в конце недели, с чем это могло быть связано, потому что элемент неожиданности, он точно присутствует. И для кого-то это будет сопряжено еще, посмотрите, в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние карты по горизонтали, по вертикали. И получение денег. Может быть, какой-то вопрос альтернативно по части денег. Или подписание важных документов у вас решается. Может быть, вас ведут с нужным человеком. Или дельный совет, как вам поступить, дадут. Причем могут дать этот дельный совет в том обществе, но куда вы прежде даже не намеревались попадать. Или какие контакты вы для себя даже не планировали. Здесь действительно какой-то альтернативный вариант может открыть перед вами совершенно новые перспективы. И вы потом будете удивляться, каким образом я этого раньше не видел. А, кстати, для кого-то из вас может это быть тот период, когда вы, если долгий период у вас был одиночество, и вы хотите его завершить, потому что иногда проходит вот эта листва, которая выпала, и крест. Это как затянувшееся одиночество, период паузы. И здесь это тоже завершается, и происходит важная встреча, которая для вас имеет
доброе значение, по крайней мере. Об этом нам говорят карты и открывает, может быть, новые возможности. У кого-то эта встреча, есть определенные контакты, но просто через эти контакты либо решатся вопросы по части денег, работы, контрактов, договоров, подписания документов, либо это происходит через личную жизнь. Или, может быть, то, что касается недвижимости, вашего переезда тоже. Кто-то может релокацию поменять, собирался ехать в одно место, а тут поймет, что да нет, я туда не поеду, да лучше я туда закрою путь и буду рассматривать новые варианты. И тогда для вас эти варианты еще быстрее появятся, а потом вы себя будете благодарить. Вот действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ладно, давайте мы. Интересно, очень интересно, неожиданно. Вот и на картах Таро первая наша карта будет называться «Неожиданности». С чем это может быть связано? А вторую карту я хочу назвать «Добрые события», мои дорогие, что вас приятно удивит или обрадует. К чему все идет? Сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег, личная жизнь и любовь. Что же тут с неожиданностями? Признание в любви. А вообще это хорошее настроение. С этого у нас все и начиналось, в общем-то. В неожиданностях все равно какие-то приятные события. У кого-то это знаки внимания, комплименты. И значит, пусть через комплименты, пусть через знаки внимания, но хорошее настроение или как позитивный фон, когда вы больше оптимист. Мои дорогие, все равно вы видите или чувствуете себе уже силы, что как бы ни сложилась ситуация, вот я теперь ее или таким или иным образом. Для меня нет ничего невозможного, потому что я всегда могу корректировать свои планы. И значит, если мне нужно, выйду сухим из воды. Если мне нужно, решу какой-то вопрос. Пусть не через этот кабинет, не через этого чиновника. Хорошо, я решу через другого чиновника. И если в конце концов, это, знаете, желание быть счастливым, по сути дела. И вы тогда тоже думаете, если вы намереваетесь завершить свое одиночество, или вы понимаете, прежняя история была со знаком минус. Ну и что? Что же это я себя отгородил или отгородила от мира? Может быть, как раз расширить контакты, по крайней мере, для хорошего настроения. Почему бы нет? Или для общения, для расширения кругозора. Но самые разные могут быть как предпосылки, да, желание общаться или строить отношения. Вот в неожиданностях что-то подобное и доброе у вас проигрывается. Ну, давайте вторую карту откроем. Добрые события. Или что вас приятно удивит. Мы не рассматриваем карты в перевернутых позициях. Но почему-то мне все время кажется, что я уже правильно сделала, но, видимо, не совсем. Посмотрите, шестерка мечей. Это карта заслуженного успеха. Это тот успех, который не совсем на этой неделе. Но это, безусловно, сила желаний. Карта говорит, переверни страницу собственной жизни. Уже что-то не имеет значения. Но это карта мужества. Потому что идем мы вперед в одиночку. И значит, вы знаете, как на пороге своего успеха. Да, карта говорит, что еще последуют ваши действия. Причем спрогнозировать эти действия вы никак не можете. Наш человек, он отправился в лодке один. И в любой карте практически шестерка мечей нам говорит о том, что нам предстоит еще пройти какой-то путь. И искусство мелких шагов нам помогает, потому что программы нет, траектория, она еще не отработана. Наших движений, буквально даже последующих каких-то событий, или наших передвижений, или наших методов взаимодействия с людьми. Нам придется учиться как-то по-новому выстраивать, может быть, отношения, или по-новому строить бизнес, или по-новому, ну, как-то себя позиционировать на работе, к примеру. Или для кого-то из вас это обучение новым технологиям. По шестерке мечей часто такое происходит. Это все то, что касается эфира, интернета, цифровых новых технологий или искусственного интеллекта, или изучения языков, может быть, и языков программирования. Это когда мы прежде, например, ходили в офис, а теперь мы хотим работать из любой точки мира и хотим работать на себя самого. Или когда мы делаем корректировку в собственном бизнесе именно потому, что прежние какие-то условности или условия
барахлят, скажем, или, ну, нет, опять же, стабильности, словно на прежнем берегу. Почему? Самая главная мысль. Почему человек отправился от прежнего берега? Потому что на прежнем берегу, словно выжженная пустыня. Там уже нечего искать, там уже ничего не растет, там уже словно карта проиграна. Уже все возможности были использованы. И теперь нам остается единственное, это только идти вперед и быть внимательным ко всему, что придет на наш порог. И это говорит карта, что если у тебя хватит как и мужества, так и настойчивости, ты победишь. Вот так. Любая 6 это, по сути дела, карта победителя. Давайте мы узнаем, к чему же все идет. Тут действительно вы победитель. Очень мне нравится эта карта именно в колоде ангелов. Паж земли. Конкретно получение документа, какой-то важной бумаги, согласование. Ну и значит, мои дорогие, не получилось в одни двери войти, или в одних дверях сидел какой-то один чиновник, или прежде законы, положения, какие-то общие, ну как общая температура по больнице, так и может быть, я условно говорю, какие-то обстоятельства внешние, которые вам не давали осуществить желание или получить документ. Здесь внешние события на вас тоже будут оказывать влияние. Меняется как обстановка, меняется законодательство. Не случайно человек нам показан с документом, поэтому здесь может решиться вопрос по части важных бумаг, согласований, по части работы, безусловно, потому что Пентакли или Земля – это про работу нам говорят, но здесь нам еще и говорят о том, что мы рады, мы довольны, и, значит, продолжение какое-то радостное, позитивное, оптимистичное следует, безусловно. Или важные согласования все-таки они у вас будут проведены, или вы найдете тот способ получить важную бумагу или документ. Для кого-то это может означать это продолжение учебы. И карта говорит, ты держи руку на пульсе. Пока ты учишься, твоя жизнь идет или развивается как в математической, но пусть лучше геометрической прогрессии. Есть по этой карте прогресс и по финансам тоже. Как будто мы сегодня принимаем или изучаем что-либо, принимаем вот эти знания, а в последующем перекладываем на практику, и это вам приносит тоже деньги. Прогресс, мои дорогие, следует. Давайте посмотрим на сферу ваших достижений. Ну, шикарно, карта колесница. Вы практически в переменах, вы уже в этих переменах. Вы уже в эпицентре перемен, я бы сказала даже так. И нам показан ангел, сам ангел, парит на колеснице. И сила желаний, так прописано в этой карте. И Виктория, победа. Но это сопряжено с тем, что мы сами готовы меняться. Меняться или пересматривать свои взгляды на окружающий мир, строить новые контакты, опять же. И карта говорит, встречай все то, что приходит на твой порог. Твоя задача взаимодействовать с любой новостью, может быть, найти дополнительную информацию, чтобы разобраться, что есть фейк, а что есть правда, где-то себя беречь, изучать нам что-либо придется, правда? И, может быть, это касается даже мелких информационных каких-то моментов в течение недели. Доверяй, но проверяй, но не оглядывайся назад по этой карте. Тебе отсюда только вперед. По сути, две карты нам говорят об одном и том же. Давайте мы посмотрим, что же на сферу любви и личной жизни. Но ведь и правда, посмотрите, аркан отшельник, и ведь это девятка, девятый аркан старший. Это не может быть продолжено долго. Сама по себе карта предвещает перемены. Я вот люблю эту карту за счет того, что никто не мешает. Поэтому у кого-то будет проигрываться выход из одиночества. Но такой осторожный. Есть, может быть, тот человек, который вас вдохновляет. Или, мои дорогие, на этой неделе вы прочувствуете, как кто-то в вашем окружении к вам относится искренне. Может быть так. Есть и те, которому вы не доверяете, но есть и тот человек, пусть один, кому доверять определенно стоит. И это может быть, как, знаете, желание, ну, не совсем быть вот этим самым отшельником. Хотя для кого-то эта карта может проиграться, увы. И если у вас прежде стояли на повестке вашей жизни или какого-то периода именно заработки, работа, ваши достижения, то тогда вы больше будете уделять внимание именно этой сфере. И не совсем нам будет говорить о личной жизни карта отшельника.
И тогда это благо, потому что, правда, вам никто не мешает. По отшельнику мы сами на своей волне и идем туда, куда мы задумали. Отшельник себя бережет. Это философ, это к нему обращаются для того, чтобы разгадать какие-то сложные загадки или решить сложные вопросы. Может быть, то, что касается принятия Соломонова решения, потому что прописан как ментор. Но в целом нам карта хочет сказать, если ты действительно во что-то веришь, то это обязательно произойдет в твоей жизни. Иными словами, это та цель или наше намерение, которое мы поставили главенствующим, а мелкие планы мы можем корректировать. И тогда шаг за шагом дорогу осилит идущий. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.